Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание домовым и поговорим о том, почему домовые сначала прячут вещи в нашем доме или квартире, а потом их возвращают. Что это за причины и как сделать так, чтобы домовой не шкодничал и не баловался. Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, домовой порой прячет и приносит вещи назад их своему владельцу. И причин для такого поведения достаточно много. И одна из них – это данные мифические существа чем-то обижены на хозяев дома. И мы советуем с большой осторожностью относиться к домовым, чтобы они не были злыми и негативно настроены по отношению к вам. Еще в старые времена люди верили, что в доме вместе с людьми живут домовые, которые способны защитить хозяев от неудач, от воров и от негатива. И иногда данные мифические существа, домовые, становятся неуправляемыми, становятся злыми и очень негативно настроенными по отношению к тем, кто проживает в таком доме или квартире. И такое поведение может не только испортить отношения в семье, но и заставляет людей покидать свой дом. Поэтому, чтобы домовые положительно относились к своим хозяевам, доброжелательно, их нужно задабривать, дарить свое внимание. Наши предки верили в то, что если с домовыми дружить, они будут всегда оберегать ваш дом или квартиру от всего того негатива, от тех проблем, которые есть в мире. И практически у каждого человека в жизни, наверное, бывают такие моменты, когда вы не можете найти какую-то вещь. Это может быть самая какая-то маленькая безделушка, и в другой раз это даже может быть связано и с кухонными какими-то предметами, это может быть даже что-то из косметики, и это может пропадать не один раз. Несмотря на то, что связка ключей практически всегда, например, имеет свое определенное место. И причин несколько, одно из которых, что в вашем доме поселился домовой. Почему? И он может прятать куда-то вещи, но порой, как правило, он приносит их обратно. Другой момент, что по времени это может быть разное соотношение. И такое поведение домового объясняет тем, что домовой просто хочет играть с владельцем дома. Домовой начинает шалить в комнате, в доме, старается спрятать ключи, это могут быть кошельки, это может что-то связано быть с косметикой, даже это может быть канцелярия, чтобы вы это не могли найти. Вы, конечно, становитесь недовольными, вы становитесь злыми, но порой домовой сильно обижается на своих соседей, поэтому начинает активно прятать куда-то вещи. И такое поведение сильно зависит, конечно, и от самого человека. Одну из главных ролей играет атмосфера в доме. И его характер портится в зависимости от того, как часто в отношениях есть ссоры и недопонимания. Также обращаем ваше внимание, что домовые не любят бардак, поэтому будут всячески стараться быть злыми и негативно настроенными по отношению к тем людям, которые проживают в этом доме. Кроме спрятанных вещей, могут начать кричать, стучать, и домовой даже может начать препятствовать во всех ваших делах и начинаниях. И чтобы домовой вернул вещи на место, советуем задабривать домового. Для этого обязательно нужно убраться в доме, разложить все вещи по полочкам, помыть обязательно посуду. И помните о том, что никогда посуду не оставляйте на ночь. Как бы вам не было тяжело, как бы вы не устали, в любом случае вы должны помыть посуду. Каждый вечер, если вы знаете, что у вас не сильно сложились отношения с домовым, каждый вечер кладите на стол угощение в виде печенья и стакана молока.
И это дает понять, что домовой, он желанен в этом доме, и он потихонечку, не спеша, может стать добрым и отзывчивым. Если все-таки вещь в доме затерялась и не вернулась на место, а такое возможно, да, нужно привязать красного цвета платок к ножке стула и сказать такие слова: «Поиграй, поиграй, но потом назад отдай». Вы знаете, домовой любит, когда с ним в какой-то степени заигрывают, поэтому обязательно отдадут вещь, которую забрали у вас. Если человек нашел утерянную вещь, обязательно поблагодарите домового. Они также любят те моменты, когда люди на них обращают внимание. Да, вы их не видите, потому что это сущности, те, которые мы в нашем материальном мире не существуют, но они существуют в другом мире. И, к сожалению, хотим мы этого или нет, и мы соприкасаемся. Также домовой любит монеты. И можно при их помощи откупиться и даже привлечь удачу в дом, положив такие монеты именно под кровать. Помните о том, что если в вашем доме или квартире пропадают мужские вещи, советуем от них откупиться при помощи игровых карт. Женские вещи трудно найти, то тогда домовому подарите что-то блестящее, какое-то украшение. Если пропадают детские вещи, такое также возможно, то в таком случае подарите какую-то красивую игрушку, но в обязательном порядке, чтобы она была яркая и чтобы она сверкала. Мы хотим еще вернуться и поговорить о том по поводу угощения. Как часто угощать домового, а также что в обязательном порядке, чем именно его угощать. Обращаю ваше внимание, что домовой любит именно молочко. Также он любит вкусности, все те вкусности, которые и вы любите. Например, это может быть торт бисквитный, это может быть печенье, это могут быть даже какие-то конфеты. Возьмите за правило раз в месяц себе заводить тарелочку, которую вы будете ставить в то место, где мало кто будет знать об этом. Это может быть где-то на шкафу, например, или в каком-то другом месте. И при этом вы положите, например, пару печенюшек, пару конфет, вкусных именно, не каких-то дешевых, которые вот лишь ближе бы показать, а то те конфеты, возможно, тот шоколад, который после этого съела либо кошечка или собачка, потому что дальше мы будем это отдавать, после того, как пройдет месяц, тарелочки мы будем отдавать именно кошке или собачке. Обращаю ваше внимание, что бывают такие ситуации, достаточно при этом часто, что вы знаете, что эта собачка, она не ест сладости, как правило, но почему-то то, что от домового, вы для домового припрятали этот гостинец, да, и он целый месяц был у вас спрятан для домового, собака с удовольствием это может съесть. Также, когда вы будете угощать, например, печеньем, вы можете птичек угостить, тогда полейте водичкой, для того, чтобы оно размякло и птички могли это съесть. Или раздробите, чтобы обязательно проконтролируйте, чтобы кто-то из животных съел вот то, что вы целый месяц хранили для домового. Потому что домовой все-таки не живет в нашем физическом мире, и мы с вами не увидим того, что он действительно съест, знаете, как в каком-то мультике или сказке. Нет, такого не будет. Но мы должны через какое-то животное отдать вот эту физическую еду. Поэтому подумайте над этим, дружите, пожалуйста, с домовым, потому что он многим людям действительно помогает.